Предыдущие хозяева, оказывается, просто 30 лет бесплатно пользовались водой. Никто этого не знал. И когда Света решила оформить все документы, проверить, тут оказалось, что вообще нету счетчика. Замерил я размеры этих дырок, иду смотреть, что я могу на это купить. Есть, продаются вот такие прямо уже бетонные, но мне это не нравится. И у меня есть другая идея. Сейчас посмотрите, чего я куплю. Называется это Pozzetto. Они используются как электрический ящик и как для воды. В общем, кому для чего. Мне удобно просто, чтобы была дырка с крышкой. Все. Ну и посмотрите цены на эти коронки. Часто люди спрашивают: о, некрасиво вырезано в плитке. А красиво вырезать стоит денег, значит, получается. Ну, я покупал свои коронки на AliExpress. Кстати, стоят они в 2 раза дешевле и не хуже. €35. Так вот. Все по чуть-чуть. Так, надо мне отремонтировать эту яму. Счетчик поставили. Купил я эти ящики, чтобы не мучиться. Вот такой ящик и такую крышку. Крышку я поставлю сюда. А вот это ящик суну туда, потому что мне восстановить эту конструкцию сложнее. Да и крышка у нее такая. Ну да, она рассчитана, что туда то ли плитку, то ли покрытие какое-то поставят. Но я сомневаюсь, что здесь будет какое-то покрытие. Ну, смотрите, как по мне, то способ довольно такой цивилизованный и удобный. Может, кому чего и пригодится. И как-то надо закрыть эту дырку, чтобы все не попадало туда. Чем же я ее закрою-то? Тряпок насовать, что ли. В общем, ничего я умнее не придумал. Напхать туда тряпок. Ну и расскажу вам эпопею с этой дыркой. В общем, полгода назад начали приходить сюда гидравлики решать
как поставить этот счетчик. Они не могли понять, откуда, как эти трубы подходят. Никто здесь не был в курсе, где эту воду брали. Что-то они вроде бы потом через несколько месяцев подключили. Приходили они, наверное, раз 5-6, разными бригадами, с разными людьми. Искали тут эти трубы под землей разными аппаратами. Все это я показывал в своих видео. Потом случилась другая беда. Счетчик поставили, но у соседей через забор пропала вода. Начали они что-то судиться. Несколько месяцев судились. Одно утро я прихожу, а здесь к Светиным этим трубам подключена труба, которая идет к соседям. Я Свете звоню, я говорю, они что-то вообще охренели? Как это они пришли, у тебя взяли воду, причем через счетчик, и пустили к соседям? Говорят, да нет, тут пару дней, что вам жалко? Короче, как-то Света на них наехала через там знакомую свою. Я говорю, что да ладно уже, если такое случилось, хрен с ним, пусть они берут, но пусть отключат счетчик, как оно раньше было, правильно? С хера ли ты должна платить, и иди знай, сколько они там той воды заплатят, то есть потратят. В общем, это опять длилось несколько месяцев. Я уже Свете говорю, по-моему, они за тебя забыли вообще. И тут они пришли, поставили опять этот все счетчик, и надеюсь, что на этом все и закончится. Наконец-то я могу закрыть эту яму. С одной стороны, она мне пригодилась, я ж пустил сюда слив с ванной. Так что мне не надо было разбивать это по новой, просто использовал это по-быстрому и засунул туда трубу, которая идет с ванной. В это поцетто. Поцетто это тоже важная штука. Если какой-то засор сильный, то это промежуточное такое между той ямой, куда все сливается, и домом. Сюда сливаются все трубы канализационные. В общем, заделываю я наконец-то эту яму, потому что мне надо делать фасад, она мне мешать будет. Деньги, кстати, я еще давно за это взял, но Света мне заплатит только за эти ящики. Вот полгода гидравлики занимались вот этим вот местом. Представляете, как они работают? В общем, предварительно вот так чуть-чуть зафиксировал, чтобы они более-менее на одной линии по одному уровню были. Затвердеет, потом засыплю это все. 2 часа проигрался. Я сегодня с Валентиной. Валя мне помогла убраться. И сейчас мы зафигачим барбекю. Ой, какая чистота. Супер. Валя? Кусай, браво. Так, вот такая фигня. Опять цены. 8 евро килограмм. Типа самые хреновые не берем. Сейчас будем жарить. Ну, Валя пивка взял. Какого-то там всякого разного. Это 2 евро. Какое-то домашнее артиджано. Это, ну, такое скуро темное. Ну, это простое 60 копеек. 2 евро. Блин, не помню. Тоже евро 80 или что. Все, что-то я там натрусил всякого, что было под рукой. Лимоном побрызгал. Что здесь? Блин, что, и листья сжег. Ничего не будет, если листья туда кинул. Ну, в общем, так как-то. Так, ну а здесь у меня все готово. Все затвердело. Это можно упаковать. Процесс идет, как пивко. Люблю я, когда можно совмещать на своей работе приятное с полезным. И в доме чистота, и барбекю организовали, и дырку эту наконец-то закидаю.
Ну, получилось? Как это, чтобы у меня не получилось? Итак, приступаем. Мне одному все время лень эти бифстеки делать. Ножа нету правильного. Так, пробуем. Где у нас кетчуп, майонез? Чуть жестко. Жестко. Не то мясо. Ну, есть можно. Баста. После обеда, конечно, уже не так хочется работать, но и осталось-то всего ничего. Использую я для окончания уже готовую стяжку. Мешок стоит около 3 евро. Лучше. На этом всем кривом. Дай бог, чтобы так. Блин, день потратил на эту срань. Правда, с барбекю. Кошки, что случилось? Что за кипиш тут? Что за кипиш? Что ищем? Вас же уже Валя накормила всех.